Всем привет, друзья! Участие армян в гражданской войне, будь то на стороне большевиков или Белой армии, имело большое значение. Однако в период советской власти освещение их участия ограничивалось лишь армян-большевиков и участников гражданской войны, поддерживающих красных. Армяне внесли существенный вклад как в формирование вооруженных сил Юга России, так и в создание северо-западной армии, а также в деятельность Восточного фронта при колчаковском правительстве. Я надеюсь на вашу поддержку, лайкнув это видео и подписавшись на мой канал. Также подпиской на Boosty или Patreon поможет меня поддержать материально. И не забудьте подписаться на мой Telegram, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Формирование движения против большевиков, известного как Белое движение, началось на юге, в столице войска Донского, в Новочеркасске, и в столице Кубанского казачьего войска, Екатеринодаре. Руководили этим движением выдающиеся царские генералы, такие как Корнилов, Алексеев, Деникин и другие. Среди царских генералов, которые поддержали Белое движение, были генералы армянского происхождения – Эбелов, Вартанов, Туманов и другие. Основой Белого движения стала добровольческая армия, сформированная после 1918 года под руководством генералов Алексеева и Корнилова. В ходе первого кубанского похода с 26 по 30 марта 1918 года принимали участие и армянские офицеры из состава Белой армии. В этом походе, известном как Ледовый, в группе генерала Покровского участвовал полковник Михаил Васильевич Абомеликов, который впоследствии командовал 8-й батареей в Дроздовской бригаде, и уроженец станицы Усть-Лабинской, унтер-офицер Карп Георгиевич Теразарев. К концу февраля 1918 года в бригаде Дроздовского уже насчитывалось 500 бойцов, к которым в походе присоединилось еще 800 человек. Эта бригада с марта до мая 1918 года осуществила поход из Яз в Новочеркасск. 26 февраля 1918 года дроздовцы отправились в поход на Дон. В Каховке к ним присоединилось 40 человек. Среди участников похода Яз и Дон в составе дроздовцев включались армянские офицеры русской армии, в том числе капитан Аристакес Абальянс, поручик Гаврил Аветисов и другие. В Бердянске к дроздовцам присоединилось 70 офицеров и солдат. Абальянс был организатором восстания в Бердянске. Он организовал общегородскую мобилизацию офицеров и учащихся старших классов Бердянской мужской гимназии. После недолгой перестрелки участники восстания и присоединившиеся к ним горожане разоружили и принудили к сдаче сторонников советской власти. Позже его отряды присоединились, как сказано выше, по ходу Яз и Дон. В Мелитополе к дроздовцам присоединился поручик Лоханов. Всего к дроздовцам в Мелитополе присоединилось 70 человек, а в Таганроге еще 50 человек. После ожесточенной борьбы отряд дроздовцев захватил Ростов. Город несколько раз переходил из рук в руки, но в конечном итоге дроздовцам с помощью артиллерийского огня удалось разгромить красных, вынудив их покинуть город. После взятия Ростова дроздовцы вместе с восставшими казаками генерала Краснова захватили столицу области войска Донского – Новочеркасск. В числе активных участников гражданской войны на стороне ВСЮР выделялся полковник Георгий Антонович Аджемов, который в сентябре-октябре 1918 года занимал должность Ставропольского уездного военного начальника. В рядах казачьих частей ВСЮР служил сначала хорунжий, а затем сотник Тихон Георгиевич Аведиков, а также казак Матиосов в Гундуровском казачьем полку. В Дроздовской бригаде роль начальника связи выполнял капитан Теразарев, который во время боя за Ставрополь оказал поддержку раненому полковнику Дроздовскому, помогая ему спастись. Также в составе ВСЮР служил полковник Амбарцу Малакянц, штаб-ротмистр Армен Аракелов, полковник Дмитрий Маркозов, офицеры Петр Меликов и Сергей Первердянц. В Марковской дивизии командиром батальона был полковник Павел Агабеков. Представителем Республики Армения в штабе ВСЮР выступал бывший депутат Государственной Думы Иван Яковлевич Сагателян, а представителем Республики Армения при сибирском правительстве адмирала Колчака Георгий Сергеевич Замоев. Замоев прибыл в Омск 24 сентября 1919 года. Был принят адмиралом Колчаком и имел с ним беседу. После возвращения полковника Зинкевича в Армению в качестве представителя вооруженных сил Юга России он начал активно пропагандировать среди бывших царских офицеров их переезд и присоединение к добровольческой армии. В это время из Армении на Северный Кавказ переехал капитан Александр Самуэлов, командир 7-го батальона армянской армии, который присоединился к Дроздовской бригаде. С начала ноября 1919 года Самуэлов возглавлял артиллерийский дивизион 1-й Дроздовской бригады, получив звание полковника. Также имелись контакты кубанского казачьего правительства с правительством Республики Армения.
7 марта 1919 года в Ереван прибыла делегация Верховного казачьего округа в составе представителя Дона Ковалева, представителя полковника Зазули и представителя Терека Беглаева. Они направлялись в Армению в поисках поддержки в борьбе с большевиками. В штабе Колчаковского Восточного фронта также служили армяне. Поручик Горигин Мусаилян работал как чертежник штаба, а офицерами штаба были уроженец Тифлиса прапорщик Александр Сулханов, поручик Яков Багилянц, капитаны Александр и Аркадий Манучаровы. В 1918-19 годах на Северном Кавказе происходили кровопролитные сражения. В середине 1918 года город Армавир был захвачен белогвардейской дивизией генерала Покровского. Армянское население города приветствовало белые части, принимая их с хлебом и солью, и организовало похороны погибших белых офицеров и солдат. Однако, когда Покровский покинул город по военным соображениям, большевики вернулись, и начались массовые репрессии против местного армянского населения. Сначала были убиты 400 западноармянских беженцев, среди которых были женщины и дети. Затем начались репрессии в самом городе, где без суда и следствия было расстреляно более 500 армян из Армавира. В сентябре 1919 года генерал Деникин направил в помощь окруженной врагами Армении 3 миллиона трехлинейных патронов, а в июне 1920 года барон Врангель на пароходе «Феникс» отправил через порт Поти в Армению 3 миллиона патронов, а также материалы, включая 50 пудов смолы и 1 пуд ртути. Эта поставка осуществлялась под охраной капитанов Аниева и Маркаряна. Из Армении в помощь войску Юга России было отправлено 450 фунтов чая, 78 пудов сахара рафинада, 70 пудов сахара песка, 30 пудов мыла и 3500 пудов керосина. В 1918 году в Крыму под председательством генерала Сулькевича было создано правительство. В его составе министром торговли и промышленности был известный и уважаемый в торгово-промышленных кругах Крыма, бывший член Таврической земской управы Налбандов. В 1919 году он занимал должность государственного контролера в правительстве Соломона Крыма, а в 1920 году стал начальником управления торговли и промышленности в правительстве Юга России. В январе 1919 года в Хельсинки был создан русский политический комитет под председательством кадета Карташова, в который также вошел находившийся в эмиграции в Финляндии бывший командующий Кавказским фронтом генерал от инфантерии Юденич. Этот комитет стал центром антибольшевистских сил на северо-западе России. Финансовое обеспечение РПК взял на себя нефтепромышленник армянин Леонозов, который смог получить кредит в 2 миллиона марок в финских банках. В мае 1919 года в финской столице было создано так называемое политическое совещание, в составе которого вошли генерал Юденич как председатель, Карташов, заместитель председателя и руководитель иностранных дел, а также Леонозов, руководитель торговли, промышленности и финансов. Северо-западной армии помощь оказывал казачий генерал Степан Георгиевич Калантаров, находившийся в эстонской столице Таллине. 10 августа 1919 года Леонозов стал премьер-министром и министром финансов северо-западного правительства. В заключение нужно сказать, генерал Деникин рассматривал правительство Дашнакской Армении как своего союзника и оказывал последнюю поддержку в сохранении независимости, несмотря на свои монархические убеждения и стремление сохранить единство и целостность России. На этом все. Увидимся в следующем видео.